Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Удаленная работа привлекает многих. На ней сам себе начальник и не нужно по утрам ездить куда-то, стоять в пробках. Один из таких видов заработка, конечно же, копирайтинг, то есть написание статьи. Что нужно для того, чтобы научиться писать интересные и полезные статьи, да еще и зарабатывать на них? Продолжим наше обучение, и сегодня я вам расскажу, как научиться писать статьи. Основной акцент сделаем на информационных статьях, которые вы сможете хорошо продать или наполнить любой сайт. Мы уже знаем, что контент-король, он востребован и хорошо оплачивается. И именно как научиться, что нужно делать, какие есть методы и необходимые сервисы для этого. Итак, поехали. Чтобы добиться успеха, необходимо соблюдать хотя бы минимум правил. Причем их не надо учить, достаточно просто вспомнить. Писать статьи нас всех учили в школе на уроках русского языка. Помните, как вы ломали голову над сочинением по войне и миру? Это и есть копирайтинг. Прежде чем приступать к написанию, нужно собрать как можно больше информации, найти парочку забавных фактов, немного статистики, все это проанализировать, а затем составить план статьи. Конечно, тем, кто пишет давно, в большинстве случаев план не требуется, схема написания сама складывается в голове, становится понятно, что и зачем писать. Но новичку, чтобы не сидеть перед пустым монитором, лучше сразу сделать план работы. Какие бывают статьи? Есть несколько типов материалов, которые различаются по способу написания, и вы их прекрасно знаете. Вспоминаем уроки русского языка в школе, так будет гораздо проще. Рерайт. Аналог школьного изложения, когда вы писали кусок литературного произведения своими словами. То есть исходный текст, который мы переделываем, меняем слова местами, формулируем мысли своим языком, ну и так далее. Все это делается для того, чтобы сделать текст уникальным. К понятию уникальности вернемся чуть позже. Копирайт – это уже более высокий уровень. Если опять обратиться к примеру, это изложение с элементами сочинения. Для создания статьи автор использует не один, а несколько источников, добавляет свои мысли, авторский текст, сочинение на тему «Как я провел лето», который писал каждый, классический пример авторского текста. Никаких источников, только личный опыт. Если применить это к статьям, то авторский труд – это интервью, обзоры, аналитика, экспертные статьи, статьи-эксперименты. Принципиальная разница в том, что рерайт и копирайт не несут в себе никакой новой информации. Это переработка того, что уже 100 раз было переписано. Подготовка статьи осуществляется по техническому заданию. Даже если статья готовится лично и для собственного сайта, в техническом задании описываются следующие особенности будущего материала. Объем, то есть количество символов без пробелов или количество слов, уровень уникальности, некоторые другие технические показатели, если, конечно, это необходимо, стилистика, ключевые слова, ну и так далее. Любой материал пишется в несколько этапов. Потом, когда вы станете опытнее, многие стадии можно объединить, но вначале лучше придерживаться алгоритма: выбор темы, сбор и анализ материала, оформление структуры, написание текста, редактирование и согласование. И если необходимо, то еще внесение правок. Итак, первый этап. Выбираем правильную тему. Тема должна быть интересной для автора, ведь если он работал над ней с вдохновением, это чувствует и читатель. Тема должна быть узкой, тему следует оформить интересным заголовком, чтобы он привлекал внимание читателя. Второй этап – сбор и анализ материалов. После того, как вы определитесь с темой, нужно приступать к сбору материалов. Некоторые источники у вас уже будут, ими вы пользовались для выбора темы статьи. Этот список стоит пополнить. Источники для написания статьи можно найти в интернете. Но с интернетом нужно быть осторожнее, так как множество сайтов предлагают не очень качественную в плане достоверности информацию. Пользуйтесь только проверенными интернет-ресурсами. Каталоги известных библиотек, сайты университетов, авторские сайты, ну и так далее. Помните о том, что статья – небольшое научное исследование, поэтому и список литературы должен включать немного позиций, традиционно от 5 до 7. Иногда в требованиях к статьям указываются и ограничения в списке литературы. А если вы пишете по готовому техническому заданию, в котором определена тема статьи, то есть для заказчика, предположим, вы ничего о ней не знаете, также нужно найти информацию, переработать ее и
превратить в уникальный текст. Также ищем материал в интернете. Именно так пишется большинство статей. Третий этап – оформление структуры. Любой материал должен быть разбит на логические блоки. Так информация легче воспринимается читателем и дает возможность не читать статью целиком, а сразу перейти к интересующему разделу. Опять вспоминаем школьные уроки. Любое литературное произведение состоит из введения завязки, кульминации и развязки. Со статьями то же самое. Вот план стандартного текста. Введение. В этом блоке мы вводим читателя в курс дела, пишем, о чем пойдет речь в статье. Самая важная задача введения с первых же строк убедить читателя, что эту статью он просто обязан прочитать до конца, иначе много потеряет, ничему не научится и ничего не узнает. Для этого есть несколько приемов, которые будут приведены чуть позже. Основной информационный блок, главная часть статьи. Здесь мы раскрываем тему материала и даем ответы касательно предмета статьи. Заключение. Подводим итоги написанного, напоминаем про важность предмета разговора. Если это продающий материал, в заключение размещаем призыв к действию. Купите, закажите, позвоните. Большие материалы хорошо разбавлять лирическими отступлениями. Они оформляются в виде сносок в формате «важно знать», «обратите внимание», ну и так далее. Четвертый этап написания текста. Каких правил необходимо придерживаться, чтобы текст получился увлекательным и интересным? Основная часть является самым объемным элементом всей структуры текста. Здесь мы обязаны правильно преподать все, что собираемся выдать своему читателю. Обычно все тексты статьи необходимо разбивать на определенные пункты от 3 до 5. Также желательно отделять их подзаголовками. С точки зрения содержания основную часть можно сформировать при помощи давно проверенной формулы, которая состоит всего из 5 простых слов. Кто, что, зачем или почему, где, когда. Правильные ответы на все эти вопросы создают адекватное содержание статьи. Естественно, не обязательно придерживаться такой структуры и последовательности. Пусть это просто будет ориентиром в том случае, если вы не имеете представления о том, как именно изложить в статье все свои мысли. И не обязательно давать ответы на каждый вопрос отдельным абзацем. Создавайте для себя последовательные варианты, играйте с количеством контента в своих публикациях, вы сами владеете своим словом, но не забывайте о том, что статья должна быть легко читаема, а информация в ней последовательна и логична. И это не простые слова, поскольку если читатель не сможет понять, в какую логическую сторону развивается ваша мысль, скорее всего, он не станет читать ее полностью. По этим простым причинам ваша статья станет непонятной и бесполезный. Пятый этап – редактирования. Написанную статью нужно вычитать. Текст вычитывается минимум 2 раза. Первый раз на предмет орфографических ошибок. Просто читаем материал, медленно проверяя каждый символ. Текстовые редакторы видят далеко не все ошибки и полагаться на них не стоит. Далее читаем материал еще раз, но на этот раз мы ищем корявые формулировки, неудачные слова и фразы. Все это переписываем и исправляем. Теперь немного поговорим о сервисах проверки качества текста. Сейчас модно проверять все тексты на предмет стоп-слов, заспамленности, воды и прочей тошноты. Например, главред позволяет избавить текст от словесного мусора, стоп-слов и слабых глаголов. Проверка академической и классической тошноты, слов и словосочетаний, которые в переизбытке встречаются в статье. Текст.ру, проверка уникальности, орфографии, воды и заспамленности. Еще есть любопытный параметр – вода. Если в тексте будет много слов ни о чем, это она и есть. Теперь подробнее о понятии уникальности. Из названия понятно, что оно определяет уровень плагиата в тексте. Если не стараться, менять пару слов в предложении и переработать источники поверхностно, уровень уникальности будет низким. Чтобы добиться хорошей уникальности, надо как можно глубже переработать исходные материалы, а еще лучше писать своими словами. Хорошей считается уникальность не менее 90% по сервису text.ru. Шестой этап – согласование и сроки сдачи. Если вы пишете статью для себя, на этом работа над материалом заканчивается. В случае, когда текст заказной, его согласовывают с заказчиком. Ему может не понравиться то, что вы написали. Это нормально. В этом случае вас просят внести правки. Ничего страшного в этом нет. Не всегда с первого раза получается угадать, что нужно человеку. Самое важное, чтобы правки были
по делу, всегда просите конкретики, а то часто бывает, что заказчик сам не знает, что ему нужно. Возьмите себе за правило раз и навсегда сдавать работу точно в срок. Никогда не пропускайте срок сдачи заказа, это очень важно. Не все заказчики лояльны и не добавляют время по просьбе исполнителя. Некоторые, если вовремя статья не сдана, просто снимают вас с заказа. Тогда можете уже не дописывать текст. Деньги вы уже не получите и рейтинг ваш упадет. Просить таких заказчиков об отсрочке и продлении бесполезно, поэтому, чтобы не нарываться на неприятности, лучше сразу приучить себя сдавать заказы вовремя. Итак, чтобы у нас получилась хорошая статья, мы придумываем тему, составляем техническое задание, собираем материал, продумываем структуру, пишем, проверяем и прогоняем по сервисам. И вы сможете сделать первые шаги в качестве автора текстов. Напоследок дам главный совет: не бойтесь начать. Писать может практически каждый. И сегодняшнюю тему закончу словами Стивена Кинга. Для того, чтобы хорошо писать, нужно много писать и много читать. Воспользуйтесь советом мастера и откройте писательский талант. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока-пока.